Почему же на канале Технозон Украина, который вы видите сзади меня, и на канале Технозон разный контент, немножечко разный. Так что об этом в сегодняшнем выпуске на канале Технозон. Сегодня, наверное, будет самый такой горячий в комментах выпуск. Так что поехали. Ни для кого не секрет, что для украиноязычной аудитории у нас есть отдельный канал Технозон Украина. И это мой персональный, личный канал, который я веду, скажем так, по своему, скажем так, видению, ну и своему желанию. Есть основной канал, который ориентирован аж на целых 53 страны. И да, на самом деле сейчас канал покрывает 53 страны в том или ином процентном соотношении. Но выпуск канала Технозон Украина обусловлен тем, что да, я выпускаю украиноязычный контент, и есть ряд сервисов, ряд каких-то моментов, которые конкретно рассчитаны территориально только для Украины. Например, сервисы IPTV OTT, например, там будет еще некоторые девайсы, которые доступны только там, да, и многие интересные такие моменты будут тоже выпускаться конкретно для украиноязычного канала. И тут еще возникает один вопрос. Дело в том, что мы на нашем канале начинаем целую серию видео по настройкам Android TV устройств, и не только Android TV, а также роутеров, а также еще некоторых девайсов под ключ. При этом под ключ не просто так, как, знаете, там показывают, включил, поставил. Нет, под ключ именно с полным набором всех приложений. Мы придумали, как это сделать конкретно для всех моих подписчиков, неважно какого канала, неважно какой страны. Мы все это будем выпускать в конкретном таком трешаковом варианте. Я вам говорю, мы научим вас всему. Но, и вот опять же разделение, то есть контент для Украины и контент для основного Технозона, который рассчитан на черт знает сколько стран, будет абсолютно разный. Дело в том, что в Украине есть свои законы, есть свои моменты по настройкам и по некоторым моментам, которые мы должны будем донести до моих соотечественников. А на канале Технозон будут общие настройки, которые в принципе применимы для абсолютно всех стран. И жителям России не стоит сейчас там писать мне в комментах: вот, ты не проживешь без России, и вот же ж Россия тебе там, ты там. Во-первых, Россия не монетизируемая абсолютно, не обольщайтесь. Во-вторых, Россия это всего лишь 16% моего канала, чтобы вы понимали, которые абсолютно никак не монетизируются. Есть такие страны, как Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Германия, Польша, Литва, Латвия, Израиль, Канада. Это все те, кто смотрит меня на русском языке. Это, кстати, относится тоже к комментаторам из Украины, которые сейчас начнут гнать какой-то трешак в моих комментариях. Нет. Во-вторых, дело в том, что канал Технозон, он является юридическим лицом и аффилирован с немецкой компанией. Если вы перейдете в канале, вы увидите, что здесь у нас написано страна Германия. Вот так вот. Ну так уж сложилось. А канал Технозон Украина принадлежит конкретно мне, поэтому там я могу пихерить все, что я захочу на свое усмотрение, на свое, скажем так, разумение. Но дело в том, что опять же будет справедливый вопрос, почему некоторых девайсов и гаджетов нет на канале Технозон Украина. На канале Технозон Украина их и не будет, потому что некоторые обзоры, которые у нас осуществляются в рамках договорных отношений, при этом в рамках отношений, чтобы вы понимали, честных обзоров, потому что я не беру деньги за обзоры с условием того, что я могу говорить все, что захочу. И некоторые бренды согласны с этим. И как бы многих подписчиков из Украины, которые вот я сейчас призываю подписаться на канал Технозон Украина, я вам советую не отписываться от основного, если вам интересны какие-то достаточно эксклюзивные гаджеты. Поэтому, ну, как-то так. Во-вторых, стримы для двух каналов будут абсолютно разные. И тут опять вы можете накидать дерьма на вентилятор. Меня это абсолютно не волнует, потому что есть рамки лицензионных соглашений, есть рамки там каких-то моментов. Все, допустим, юридические претензии на основной Технозон принимаются на немецкий адрес.
по запросу через электронную почту канала, а вот украиноязычный канал, можете писать все ко мне, я там рулю сам. Как бы мой канал. И к тому же, если вы из Украины, то давайте прокачаем его для того, чтобы я там мог уже наконец-то, там мне надо перешагнуть порог 10 тысяч, для того, чтобы я там мог кое-какие моменты порешать с YouTube и начать фигачить туда еще больше контента. Ну, так что вот так вот. Ссылки на Технозон Украина лежат в описании под видео. Подписываемся. Это я призываю свою украиноязычную аудиторию и вообще жителей Украины. Основной канал, он так и работает в основном режиме, то есть там будет максимальное количество обзоров и стримов, но дело в том, что на украиноязычном канале будет всегда эксклюзивный контент для Украины, и от этого мы никуда не уйдем. И, конечно же, для Украины мы со временем будем вводить еще более интересный контент, о котором мы сейчас работаем, договариваемся с некоторыми партнерами, и я думаю, что будет там все просто-напросто зашибись. Ну а если нравится наш контент, конечно же, подписываемся на наши каналы и на наши каналы Telegram. И, короче, с вами был Бабл на канале Технозон и Технозон Украина. Пока.